Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! В этой башне периодически жители этого населенного пункта Гальшаны, они видели тень, призрак кого-то из бывших, в общем, обитателей этого замка Сапегов. А что это такое? Боже, как это жутко. В общем, там, ребятки, ходит охранник. Много вопросов, мало ответов. На территории Гальшанского замка проводим эксперимент с доской Уиджи. Посмотрим, что из этого выйдет. И прячемся. Гальшанский замок. Гальшаны известны еще с 8 века. Идея строительства каменного замка в этом месте появилась после того, как это место перешло вместе с приданым от рода князя Гальшанских, князьям Сапегам. Строение решил возвести подканцлер Великого княжества Литовского Павел Стефан Сапега. Данный замок переходил из поколения в поколение. Однако после Северной войны 1701-1721 года между Россией и Швейцарией оно сильно пострадало, и Сапеги больше не брались его восстанавливать. Во второй половине 19 века состояние замка в газетах описывалось как плачевное. Тогда же стены замка стали разбирать на кирпичи. Собственно, этим печальная история Гальшанского замка закончилась и начались легенды. Легенда о черном монахе. Говорят, что сотни лет тому простой местный парень влюбился в княжну Анну Гальшанскую, и она тоже его полюбила. Тайные встречи влюбленных вызывали гнев старого князя. По его приказу парня схватили и живым замуровали в стене замка. С тех пор многие гальшанцы говорят, что видели призрак черного монаха, обходящего по ночам руины замка. Привет, друзья! Всем привет! Вы на канале On the Other Side. Меня зовут Алена, это Марта. И сегодня мы приехали в самое загадочное, одно из самых мистических мест в Беларуси. Это Гальшанский замок, друзья. Страшная легенда, которую вы уже послушали, в которую мы не можем не верить, потому что ее подтверждают факты. И мы сегодня приехали в ночь проверить на себе, прочувствовать, провести эксперименты и попробовать пообщаться с духом этого замка. И, конечно же, во втором видео с духом умершей девочки, да, которую замуровали в стенах костела, да, по-моему? Да, в стене костела. В общем, мы выдвигаемся, покажем вам этот замок сейчас в ночном его свете. Этот замок на данный момент частично реконструирован. Я была здесь в 2015 году, и фотографии, я думаю, что при монтаже мы приложим, как этот замок выглядел до реконструкции этой башни. Касаемо этой башни, ребята, я вам расскажу несколько занимательных, интересных фактов, с которыми столкнулась не я, но мой близкий человек. Ну, а мы приступаем к съемкам. Если честно, немножко страшно. А вам приятного просмотра. Ставьте лайкосик, оставайтесь с нами. Я думаю, это будет круто. Так, ребята, здесь написано, что это исторически-культурная ценность, руины бывшего замка Сапеги с фрагментами зданий обороны 16, 17, 18-20 столетия. Ну и, конечно же, карается законом причинение каких-то, шкоды, понятно, да, каких-то, да, вреда этому зданию, вредительства, да. В 2018-2021 годах была произведена реконструкция из, в общем, бюджета президента.
как говорится, на самом деле, ребята, я вам честно скажу. Мгм. Если честно, ребята, я вам могу сказать, что когда я здесь была 8 лет назад, вот это сразу видно, да, кирпич новый, а вот это вот кирпич старый. И там внутри куски. Помнишь, как Камня. сейчас приложим, ребят, ссылочку сверху. Ага, Помнишь, как в костёле. костеле, куда мы хотели спуститься в подвал, где нам было капец как страшно? Да. Если честно, это все, получается, прочистили. То есть это были прям раскопки. Когда я здесь была, Ты вот так вот залезь и сними, что там вообще капец как прикольно. Эти ребята как изнутри прикольно. это частично, ребят, даже не частично, а 80% уже реконструировано. Вы это все увидите. Я найду фото. Вы это все увидите. Что я хотела сказать, ребята, пока мы здесь вот возле башни. Истории, давай. Да, немного мистических историй, которые необъяснимы, но это было действительно так. Один из моих близких друзей ездил сюда гулять еще до реконструкции, то есть это было вот, наверное, в 17-м году, плюс-минус, да, и они гуляли возле вот этой заброшенной башни. Заброшенная башня, вот где вот заканчивается кирпич, вот этот вот выпирающий, вот она вот была до такого момента разрушена, и была частично стена и окно. Но вот эта башня внутри была полностью полая. То есть даже я, когда ездила, если будут, факты, ну вот, в общем, она была полая. Они пошли туда внутрь гулять. То есть сейчас туда не пробраться. Вот сейчас это туристическая зона. И они, когда пошли туда, они нашли, получается, следы от костра, рядом бинты в крови, умершего голубя и пентаграмму. Жесть, кто-то ритуалил, получается? Кто-то ритуалил в этом месте. Я даже вам могу сказать почему. Потому что есть легенда, что в этой башне периодически жители этого населенного пункта Гальшаны, они видели тень, призрак кого-то из бывших, в общем, обитателей этого замка Сапегов. В общем, на самом деле довольно-таки мистическое само место, сама территория, сам этот городок. Тут на каждом шагу что-то есть такое довольно мистическое. В общем, мы сейчас пойдем, я еще Марте покажу, мы постараемся обойти полностью всю территорию, если там не закрыто, и вам показать с обратной стороны действительно, как выглядел замок, когда я сюда приехала первый раз, потому что с обратной стороны, насколько я знаю, не реконструировали. Вообще дворец, говорят, вот этот вот дворец Гальшанский был похож по проекту Мирского замка, ребята, кто был в Беларуси, либо кто житель из Беларуси, из наших подписчиков, то приблизительно планировка была как в Мирском замке, то есть 4 башни по углам. Вот эту вот башню тоже реконструируют. Если честно, ее не было, то есть ее строят с самого начала. Марта достала свет. Сейчас пытается его включить. А кот ходит за нами, ребята. Это безумно стрёмно, если честно. Блин, у нас даже кусочка мяса нет с собой. Как говорят, что духи могут вселяться в животных и сопровождать где-то, либо давать какие-то знаки. Но он прям заходит за нами по кругу. Я же говорю, это дух этого монаха. Камера не фокусируется. Прекрасно, ребята. Так. Вот тут сразу такой ров, конечно, прикольно. Все. На тебе не фокусировалась камера. В общем, по поводу вот этого замуровывания, если честно, вот этого парня, я, если честно, не особо верю. Вот. Это было после церкви, после костела? Или до? Если это было Это после, было может, до. Они уже решили, это было еще до костела? Да, потому что костел строился, по-моему, в 17 столетии. Значит, они решили попробовать так же, да? Да, Замуровать землю, да. чтобы костел не разваливался. Вот такие башни тут, ребята. А если мы пойдем вот туда вот дальше, там есть возвышенность, и можно посмотреть на дворец с обратной стороны. Давайте посмотрим. Ну да, тут уже все, реконструкция полным ходом идет. Да? Да. Камеры стоят. Камеры, да? Угу.
Инфракрасные, видишь, лампочки? Угу. Обе камеры. А что это такое? Боже, как это жутко. Это белая панна, типа, и черный. Боже, ребята, я просто в шоке. Ребята, он сейчас обернется. Жесть какая. Что это такое? Что это такое? Ребята, это супер страшно. Супер странно. Жесть. Много вопросов, мало ответов. Кстати, вот замок с этой стороны. О, кстати, давай спустимся. Ну это, конечно, Жесть. Ух ты, блин, это можно было мы раньше. реально с Аленой решили, что это призрак. Сейчас. Вот, ребята, вот это вот изнутри. Все как было на самом деле. Очень прикольно. А вот эта передняя стена с окошком, это уже новый кирпич. А вот здесь вот эта стена, это старый кирпич. Тут даже не 4 слоя кирпича. Раз, два, три, где-то 5 слоев. Очень толстые стены. Очень толстые. Ну и тут под фундамент, под какие-то... либо там было какой-то ниже этаж был, возможно, из-за изменения ландшафта. Вот. Либо это было какое-то подвальное помещение. А тут вот такие, как фундамент заложен. Жесть, ну вот эти статуи, ребята, это просто капец. И картины стоят. Слушай. Зачем она здесь стоит на улице? С рыцарем. С рыцарем, да? Непонятно. Звезда в окне светит, но камера не увидит. Нет, даже не запускают, не запускают. Ну, типа рыцари стоят. Ну, это просто доспехи. И карета. Ну да, красивая карета. Но смотрится, конечно, криповенько. Да, и стой. Опасная зона, ведутся работы. Да, там же музей, там музей. Там же тень в окне. музей. И вот такая вот карета. Здесь можно пофоткаться. А это что такое? А без дудки, без дуды ходят ножки не туды. А здесь, наверное, ярмарка какая-то. Все в цветах. Ну, арка. Красиво. Здесь, скорее всего, типа ремесленники. Так, где что колышется? Ну, и это какая-то, понимаешь? Ну, вот это вот там стоит белая. Это просто жесть. Но это экспозиция тоже какая-то. Кот нас сопровождает везде. Там как цветочка у него. Что за мешки такие? Может быть, здесь типа аттракционов Да, скорее каких-то? всего, может, бить их надо. Ну, это картофельные, прям конкретные. Но на самом деле, ребята, это очень жутко. Вот то привидение, блин. Ну, и это издалека Так, смотрится мы когда как приехали, я это увидела, и я думаю, что это такое, что за дичь такая. вообще жесть, ребят. Ну что, идем проводить эксперимент? Погнали. Марта здесь первый раз, Первый раз. а я здесь уже третий. Тоже, видишь, это какие-то остатки чего-то здесь были. Да. В общем, вот тут вот с обратной стороны это невероятные масштабы на самом деле замка. Такого замка масштабов я ничего не вижу. У нас в Беларуси очень мало именно руин. Блин, и кот этот ходит. Ну, за нами. Вот. То есть есть реконструкции. Ну, реконструкции, блин, он трется у меня в ногах. Китя, не шали. В общем, таких замков, именно вот с руин восстановленных, у нас, конечно, в Беларуси очень много, очень жалко, на самом деле, потому что стены, как правило, сносят, возводят новый кирпич, ну, в общем, делают для того, чтобы привлечь туристов, но на самом деле очень жалко. Раньше это выглядело куда масштабнее, чем сейчас.
Вот. Вот тут, видите, тоже как будто колонны были. Мгм. Реально, как будто колонны. Да, Мартулинка? Мгм. Кити ходит за нами. Ну, либо это была какая-то балка, основа под здание. Так, я боюсь не наступить на этого кота. Реально ходит за нами. Вот посвети, покажем, какие были стены шириной. То есть вот это, конечно, ребята, мне прям близко очень такого формата. Стены эти тебе всё время. Да, они по 4, по 5 кирпичей вообще выкладывали. Мы прячемся, ребят. От охраны. По сути, мы же ничего плохого не делаем. Идёт. Нет. Идёт. Покажи, лампочка горит. Лампочка красная. Но я во всем черном. Не знаю, как время небо звездное. Да, кстати, небо очень красивое. В общем, там, ребятки, ходит охранник. Он нас пугает целый вечер. Котик, ты что-то хочешь? Вот уже пришел дух места, можно не вызывать. Ну, У нас кот за духа места. Ну что, ребятки, на территории Гальшанского замка проводим эксперимент с доской Уиджи, посмотрим, что из этого выйдет. угу. И прячемся. Дух этого места приди. Дух этого места приди. Дух этого места приди. Раз. Если ты здесь, покажи на да. Да. Дух места, мы тебя приветствуем. Благодарим тебя за то, что ты вышел с нами на контакт. А ты тот юноша, которого замуровали в стенах этого замка? Нет. Бля, чёткая нет. Угу. Может быть, ты домовой этого замка? Нет. Может быть, ты действительно дух, который охраняет это место? Извините, ребята, за шум. Нет. А ты дух... Нет, прощай. Потом четко, нет, прощай, нет, прощай, нет, прощай. Ты немножко Как это обозлился на работает? нас. Мы тебе оставим угощение в знак нашего памяти и Благодарение. благодарности тебя. Можешь с нами немножко пообщаться? Прощай. Да, Да? да. Все, да, может. Спасибо тебе большое. Ты дух этого места, да? Он первый раз ответил нет. Сейчас на да стоит. Ты жил в этом замке давно? Это, ребятки, ветер. Сейчас поток ветра. Ну, кто сказал, что ветер это не может дух, да, делать? Мгм. Да, да. Жил в этом замке. Этот кот, который ходит за нами, он имеет к тебе отношение? А кот где? А кот ушел. Да. А ты ты злишься на то, что люди реставрируют это место?
Нет. Ты рад, что люди решили сохранить память об этом замке? Рад. Да. Это прекрасно. Это прекрасно, когда помнят историю. Ты какая-то известная личность, которая жила в этом замке? Да. А ты принадлежишь роду Сапег? Да. Для нас это великая честь. Да, прощай, да, прощай. Ребятки, вот на самом деле, можешь меня показать, на самом деле очень интересно держать эту иголку в ветер, потому что ветер практически постоянно, но иголка периодически, она фиксируется, при том, что, смотрите, я ее держу, без натягов, вообще без натяга, и иголка сама иногда просто фиксируется на каком-то ответе. Это супер прикольно. Камера перестала Да. фокусировать. Все. И иголка надо. Что еще можно спросить? А подскажи, пожалуйста, это правда, что в этом замке когда-то был замурован молодой человек в стене? Самый главный вопрос, да? Из-за того, что кто-то из твоего рода был против замужества за этим молодым человеком, за обычным крестьянином. Кто-то из твоего рода, девушка, полюбила простого человека. Это правда или это ложь? Если это правда, то да. Иголка стоит на да. Он замурован здесь? И тело до сих пор не нашли, получается. Да. Офигеть. Подскажи, пожалуйста, по поводу девушки, которую замуровали в монастыре, это тоже правда? Да. Это очень печально. Мы тебя утомили. Как это работает? Нет. Спасибо тебе. А кот ушел, потому что Мы с тобой? потому что мы с тобой вышли на контакт? Да. А кот тебя видит? Да. Спасибо тебе большое за общение. Мы тебе оставим здесь, на этом месте, угощение. Благодарим тебя и прощаемся с тобой. Белорусы будут помнить об этом месте. Спасибо тебе И большое. если ты не против, мы покажем ребятам, миру это видео с общением с тобой и расскажем про это место. Да, прощай. Обалдеть. Просто как маятник, да, прощай, да, Да. прощай. У Марты стоит рука на месте. Ребят, на колени, всю передачу, Да, всю дорогу просто на Я колени. тоже на коленках. Спасибо огромное. Сейчас мы Достанем найдем конфетку. конфетку, положим. Как обещали, мы всегда угощаем духа после разговора с ним, всегда благодарим. Ребятки, если вы вызываете... Так, не фокусируется. О, все. Если вы вызываете какое-то духа места, либо домового, либо какую-то еще сущность, всегда угощайте, особенно если вы разговариваете с доброй сущностью, да, не с каким-нибудь бесом, демоном и тому подобное. Да, бесятинку, как мы знаем, плода чреватого нужно угощать водочкой, да, а мы духом места оставляем всегда конфетки. Потому что мы Смотрите мне в рюкзак. чтим значимые какие-то моменты своей истории. И, конечно, когда к нам выходит дух именно рода, ребята, это великая честь. Это великая честь общаться с такими духами. Вот, кладем конфетку. Да. Куда-нибудь подсвети, куда-нибудь под кирпичик.
Да. Забираем доску и выдвигаемся дальше. Снимать следующую локацию. То, что охранник еще за нами ходил, поддал определенного адреналинчика и код. Ну, все Кота, кстати, случайности, нет. все случайности не случайные. И на самом деле то, что к нам просто, как мы только подъехали, пришел код, то мне это определенный знак. Да, в этом есть что-то. Напишите, пожалуйста, Верите что вы ли вы в думаете. такое, да, и что вы об этом думаете? Вот мы просто приехали, вышли с машины, и к нам сразу же подошел кот. И он с нами был всю дорогу до этого момента, пока мы да. начали вызывать дух места. Ну, посмотрим. Пока будем идти к машине, возможно, он к нам вернется еще. Да, а мы с вами прощаемся до следующей части. Спасибо за просмотр, ставьте лайкосик, оставайтесь с нами. Вторая часть. Подписывайтесь обязательно. Вторая часть будет, я думаю, не менее интересной, а то и более интересной, потому что там более жуткая легенда, и которая подтверждена определенными фактами. Увидимся.